Привет, 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 песеры, с вами Морж. Наконец-то закончились техработы, нас всех пустили в игру, всего лишь на час продлили, для Konami, по-моему, это ни хрена себе достижение. Не так много сегодня у нас появилось чего-то нового, появилось испытание против игрока, где можно получить ошеломительные 8000 ГП, и Konami решили наконец-то нам раздавать золотишко. Вот такие огромные суммы мы сможем получать, постоянно заходя в игру. Честно, больше похоже на издевательство, но тем не менее, что дают, надо брать. Больше золота, кроме доната, брать, к сожалению, негде. Я знаю, у многих в России есть проблемы с донатом, так что если ты хочешь задонатить, на легенд Челси, то переходи в мой телеграм, ссылка на него в описании, там есть закрепленный пост, в общем, как можно сделать донат из России. Если интересует, пиши в личку. Если не интересует, ну, проходи мимо. Тем не менее, у нас пак на 150 игроков, здесь есть очень даже неплохой Канте, очень даже неплохой Лукаку, очень даже неплохой Менди, говорят, что дико читерный вратарь, сам пока не пробовал. Также есть Рюдигер, который уже перешел в мадридский Реал, но здесь у нас пока еще он от Челси. Да, и, наверное, все. Нас же больше интересуют легенды. Итак, появляется у нас Петр Чех. Был он у нас, точнее говоря, есть он у нас сейчас в варианте легенды от сборной Чехии, теперь от Челси. Больше всего он подходит для стиля быстрая контратака. Также Фрэнки Лэмпард, 184 сантиметра, 10 уровней прокачки, и больше всего он подходит для стиля контроль мяча. Лэмпард по базе качается до 94, Чех до 93. Кстати, у Лэмпарда, хочу отметить, реально есть большая проблема, это баланс. У него все статы, в принципе, вполне себе неплохие, но 61 баланса, ну, ребят, жопа жопная. И Дрогба появляется первый раз у нас в игре, 189 сантиметров, могучий, 33 года, 9 уровней прокачки, и больше всего он подходит под стиль по всему полю. И здесь, ребят, проблема такая же, как у Лэмпарда, просто ужасающая. Такая же, кстати, проблема у нас у Холланда. Баланс 58, и хрен ты его как выправишь. Тем не менее, Дрогба у нас качается до 95, это новая легендарная карточка в игре, его я и попытаюсь сегодня поймать. Почему бы и нет? Золотишко есть, покрутить можно, да, я думаю, обзор на Дрогбу вы бы хотели увидеть. Но для этого мне нужно его поймать либо на этом аккаунте, либо поймать на каком-то другом аккаунте. Короче, слить хреновую гору денег ради одного обзора, мне еще стоит задуматься, нужно ли это делать или нет. К сожалению, в 22-й части Konami прибили интерес к легендарным игрокам тем, что, по сути, они вообще практически не лучше, чем обычные игроки. Да, у нас есть реально имбовые классные ребята, там, типа Кройфа, типа Кака, типа Румениги, но ты смотришь на Дрогбу, сравниваешь его с Левандовским, и Левандовский, блин, во многом выигрывает. И Левандовского можно купить просто так. Левандовского можно купить сейчас в наборе за 2000, да, золота, и гарантированно его получить. Его можно купить за ГП, его можно было получить за 100 золота в великих финишерах или в других каких-то паках. И если он во всем лучше, чем Дрогба, то вопрос, нахрена Дрогба тогда просто нужен? То есть у Konami какое-то вот узколобое представление о том, что только из-за имени люди будут охотиться за этим игроком. Если в 21 части, кроме имени, у многих иконик была и хорошая очень даже играбельность, то здесь остается только имя. При этом поймать легендарного игрока стало в 3 раза сложнее, в 3 раза нахрен, мать его, Konami. Где мотивация для игроков выбивать этого персонажа? Ну, кроме, не знаю, фанатичной, чуть ли не там нереальной любви к этому персонажу. Но я не представляю, если честно, для меня, по крайней мере, это какая-то жесткая дикость. Насколько нужно быть влюбленным в футболистов Челси, чтобы 15 тысяч золота, конечно же, чтобы полностью открыть этот пак и гарантированно получить 3 игроков, это где-то в районе 130 баксов. 130 баксов за персонажей, которые, в принципе, ну ладно, Лэмпард неплох. Чех, ну, достойно стоит, но можно и ставить спокойно Облако, Нойера, Куртуа, буду стоять не хуже. Только ради этих картиночек, я не знаю. Тут, конечно, каждый делает выбор сам для себя. Наверняка найдутся несколько таких фанатов Челси, которые будут готовы на это все дело вливать, но я думаю, что действительно их всего лишь несколько. И про большие доходы от этих паков, ну, мне кажется, говорить не стоит. Тут Konami немножечко просирают, в принципе, как обычно, так сказать, ничего нового. Ну, надеюсь, в прошлых покопаниях мне повезло, Феррера я достаточно быстро поймал, потом я очень быстро поймал Пирла, надеюсь, и сегодня мне хоть как-то подфартит, не думаю, что огромное количество людей открывает эти паки Konami, поэтому давайте вы на видео порадуйте меня Дрогбой, а я порадую своих подписчиков, собственно, обзором на этого вождя из Африки, из Кот-д'Ивуара.
Не думаю, по крайней мере, сейчас по карточке, что он мне дичайше зайдет, тем не менее, обзор мог бы быть интересный. Да вообще, чувствую, по 22 части с таким шансом на выпадение легендарных игроков и такими статами легендарных игроков, то у меня чаще будут обзоры на обычных футболистов, просто каких-то интересных, которые действительно могут усилить любой состав и хорошо показывать себя на поле. Да, и, ребят, я все помню, комментарии читаю, вы ждете обзор Неймара. Неймара обзор точно будет, но, к сожалению, у меня сейчас пока крайне хреново со свободным временем, а вы сами понимаете, какое количество матчей сейчас нужно наиграть, чтобы, собственно, получить нормальные результаты, показать хороший какой-то видеоряд и распробовать игрока. Плюс еще это, блин, стили, вот это вот все подгонять. Ну, короче, геморроя на 22-ю часть Konami нам придумали больше, чем нужно на самом деле. Вот мне кажется, с этим перебор. Они слишком задушнили с этими стилями, они слишком задушнили с этими тренерами. Да, хорошо, что ты выбираешь расстановку, но, опять же, расстановки не все. На ПК работает перетаскивание игроков, у нас не работает перетаскивание игроков. Короче, от этого всего действительно пухнет голова. И когда сейчас новички должны были максимально валить в игру, максимально втягиваться в игровой процесс, Konami не делает исключительно ни хера, чтобы просто удержать игроков, собственно, в своей игре. То даже вот про вот эти все паки можно сказать, что они рассчитаны на новичков. Но прикол в том, что их, блин, раз-два и обчелся. В основном играют те люди, которые играли в 21-ю часть, 20-ю. У них пооставались составы, нахрена нам эти паки нужны, вы нам выкатываете легенд, который хуже, чем обычный, и ты сидишь такой, думаешь, господа японцы, наймите хотя бы одного, не знаю, европейца, который более-менее шарит в европейской игровой индустрии. На самом деле, не только у Konami такая проблема, практически у всех азиатских команд разработки, вот у них сидят старые деды в отделе, который выстраивает планирование развития серии, и они ни хрена не понимают, что нужно нормальному европейскому и тем более штатовскому геймеру. Вот они этого не понимаю, там по 65 лет мужики сидят. Ну что они шарят? Они знают, как Пакмена сделать. И да, азиатский рынок, конечно, дал очень сильный толчок для, собственно, онлайн-игр, да и игр вообще. Nintendo, Sega, Konami тоже. Молодцы, но молодцы были раньше и далеко не молодцы сейчас. Им нужно кардинально менять политику, чтобы заинтересовывать и оставлять игроков в игре. А мне тем временем дает полный шлак, полное говно, и чувствую, сегодня я ни хрена не поймаю. Золотишко, конечно, в принципе-то еще есть, 13 игроков уже я открыл, давайте откроем 15. Повезет, не повезет, да ну и хрен с ним, реально Лева лучше, чем Дрогба. Вот чисто сейчас по карточке, если смотреть, плюс раскидывание статов, Лева выглядит интереснее. Вот, ну, Лэмпард, в принципе, достаточно неплох, но, опять же, логика Konami — это замечательно. У меня был аккаунт, который я делал под Челси в 21-ю часть, у меня там был Лэмпард от Челси, у меня был там Чех от Челси. Мне их поменяли на Лэмпарда и Чеха от сборных, а теперь они выходят от Челси, при том, что они практически одинаковые. И вот хочется спросить, какого eFootball Konami это все делает? Но, к сожалению, вы знаете, ответа я не получу, как и вы его не получите. Konami общаться с нами не собираются, они слишком горды для этого. Тем временем 15 паков у меня заканчивается, и в этот раз мне показали маленький японский аргумент, что мне ничего не выпадет. С аргумента я, конечно, посмеюсь, но... Печально. Да и в принципе, вот, 15 игроков, 1500 золота отлетело, и кого здесь я хорошего получил? Ну, Вернер относительно неплох. Ну вот, один 5-звездочный мне выпал, Н. Несури. А толку от этого всего? Хрен его знает, при том, что всех этих игроков можно просто так купить, а те же 1500, которые я слил, можно добавить 500 и, не знаю, взять фул Баварию, которые реально там дорогие игроки, и они реально хороши. Ладно, на этом буду заканчивать. Пишите, открывал ли вы эти паки или не открывали, может быть, поймали Дрогбу, с удовольствием вас поздравлю с этим хорошим событием. По донату из России, Telegram, здесь в закрепленном комментарии, переходишь, читаешь закрепленный пост. Нравится, не нравится, предложение пока только такое. А на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.